Приветствую в прямом эфире «Большой космос». Программа о самых интересных людях и событиях отечественной космонавтики. Поехали! Ракета производства РКЦ «Прогресс» «Союз-2-1А» успешно стартовала с космодрома Плесецк со спутником в интересах Министерства обороны. Пуск штатно, на борту порядок. Поздравляю боевой расчет космодрома Плесецк и специалистов ракетно-космического центра «Прогресс». Это написал в своем телеграм-канале генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Стоит отметить, это 84-й старт в непрерывной успешной серии наших космических пусков. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты». Глава госкорпорации рассказал о боевых ракетных комплексах, создании независимой национальной космической инфраструктуры, оптимизации и обновлении производства, создании принципиально новых орбитальных группировок, диверсификации и перспективных проектах. Дмитрий Рогозин особо подчеркнул необходимость более активной политики в отстаивании национальных интересов. Прямо сейчас в Большом космосе самые яркие фрагменты выступления генерального директора Роскосмоса. Космодром «Восточный». Это огромная, мощная стройка в Амурской области. Вот на этих кадрах вы сейчас видите, собственно говоря, это стартовый стол, который действует. В прошлом году мы осуществили 5 космических пусков ракеты «Союз-2». А это вот новый уже стартовый комплекс. Буквально в конце декабря прошлого года, прямо перед Новым годом, мы провели горячие испытания водородного двигателя. Водородные двигатели, они очень эффективны в верхних слоях атмосферы. Там их удельный импульс намного выше, чем традиционных кислород-керосиновых двигателей. Навигационную систему ГЛОНАСС. В этом году мы выводим новое поколение таких аппаратов. Это ГЛОНАСС К1 и ГЛОНАСС К2, более мощные, более высокоточные. Мы в течение нескольких лет добьемся точности навигационного сигнала в сантиметровом режиме. Медицинское оборудование, искусственная вентиляция легких, мобильные аппараты. Как раз в эпоху пандемии мы начали выпуск таких аппаратов. Делаем аппараты для новорожденных детишек. И хотели бы сейчас заняться, конечно, более серьезной техникой, такими как, скажем, медоборудование, МРТ, КТ для наших регионов. Луна-25. Первый лунный аппарат, который должен сесть в ближайшие месяцы на поверхность Луны, в частности на Южный полюс. Наши ученые из Института космических исследований утверждают, что именно там находится водяной лед. А водяной лед, что такое водяной лед? Это вода, это кислород, это водород, как топливо для двигателей. Это «Большой космос». Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о времени принятия решения по конфигурации новой орбитальной станции «Рос». По словам главы госкорпорации, решение об устройстве новой российской космической станции будет принято в третьем квартале следующего 2023 года. При этом обсуждается вариант, будет ли это совершенно новая станция или сменщицу пристроят к МКС, а потом отстыкуют, уточнил Дмитрий Рогозин. Окончательные выводы последуют по итогам совместного решения Президиума научно-технического совета Роскосмоса и Совета РАН по космосу, встреча которых должна состояться 26 мая. Пилотируемый корабль «Союз» впервые отправится к МКС по максимально короткой одновитковой схеме в 2023 году. Полет займет менее 2 часов. О предстоящем рекорде скорости рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Как уточнил глава госкорпорации, сначала схема будет отработана на грузовом корабле «Прогресс МС» уже совсем скоро, осенью 2022 года.
Первое и главное – это забота о здоровье космонавтов, которые не будут испытывать космическую или спутниковую болезнь на борту тесного корабля, а уже адаптироваться к невесомости на борту МКС. Это, конечно, в перспективе необходимость для спасательных операций, доставки срочных грузов, биологических материалов, все, что требует срочной доставки на орбиту, с орбиты. Это интересно при создании новой российской орбитальной служебной станции. Это, конечно, очень важный момент для будущих полетов на Луну и для сборки каких-то кораблей уже на орбите, потому что если вам нужно вывести кислород в водородный блок, где испарение топлива неизбежно, вам важно сохранить топливо, и вы тогда это топливо быстро состыкуетесь и отправите по назначению дальше корабль к Луне, либо обеспечите большую безопасность за счет экономии топлива, когда вам не надо в течение 2 суток тратить топливо на различные маневры. А вот новые американские гиперзвуковые ракеты, об испытаниях которых сообщили на этой неделе, существенно уступают в скорости российским, уже принятым на вооружение. Как уточнил генеральный директор Роскосмоса, скорость полета наших систем, стоящих на боевом дежурстве, кратно превышает достигнутый в США результат. Глава госкорпорации особо отметил, для того, чтобы стать гиперзвуковой, ракета должна развить скорость в 5 раз более скорости звука. Однако американская ракета этот барьер не преодолела. А вот что говорил об уникальных скоростных характеристиках наших ракет президент России Владимир Путин. Наши системы летят со скоростью свыше 20 махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьезное оружие, чем мы сейчас сказали. Они стоят на боевом дежурстве уже в России. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в сопровождении руководителей всех спутникостроительных предприятий госкорпорации посетил акционерное общество «Микрон» в подмосковном Зеленограде. В ходе рабочей поездки с участием руководства Минпромторга России обсуждался план ритмичных поставок отечественной микроэлектроники для создания космических аппаратов нашей страны. А вот ход исполнения заданий государственного оборонного заказа с участием генерального директора Роскосмоса обсудили на рабочем совещании в НПО Лавочкино. Работы по подготовке ракеты-носителя «Союз-2-1А» к запуску грузового корабля «Прогресс МС-20» продолжаются в монтажно-испытательном корпусе площадки номер 31 на Байконуре. Специалисты космического центра «Южный», филиала «Цинки» и других профильных предприятий Роскосмоса завершили механическую сборку пакета ракеты-носителя. В составе пакета 2 ступени ракеты — это 6 блоков, 2 центральных и 4 боковых. Кстати, их неофициальные имена — Б. Борис, В. Владимир, Г. Григорий, Д. Дмитрий. Накануне специалисты успешно завершили проверки на герметичность блоков и 3-й ступени ракеты и провели автономные испытания систем. Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня со стартового комплекса «Восток» 31-й площадки космодрома Байконур. Актуализацию проекта «Байтерек» в условиях санкций обсудили на переговорах руководители Цинки и совместного предприятия «Байтерек». Участники совещания подтвердили реализуемость проекта в новых условиях, а также скоординировали действия на ближайшую перспективу. Накануне уточнен состав и объем ремонтно-восстановительных и профилактических работ на системах и агрегатах стартового и технического комплексов, планируемых к использованию после их модернизации в составе комплекса «Байтерек». Первый самолет-лабораторию для проверки всех параметров новой взлетно-посадочной полосы аэропортовый комплекс космодрома «Восточный» планирует принять уже в конце нынешнего 2022 года. Длина будущей взлетно-посадочной полосы составит 3 километра 250 метров. Ее габариты рассчитаны на прием всех типов современных пассажирских и транспортных воздушных судов. К середине мая залито порядка 3000 кубометров бетона под основное покрытие, так называемая подбетонка, ширина которого составит 60 метров. Сейчас на территории будущего аэропорта круглосуточно, 7 дней в неделю работают более 830 человек и 160 единиц техники. Аэропортовый комплекс на космодроме «Восточный» обеспечит перевозку тяжелых и хрупких космических аппаратов, обслуживание пассажиров, а также поиск и спасение космических экипажей.
Готовность основных конструкций Национального космического центра превысила отметку в 80%. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев особо отметил, что Национальный космический центр – проект федерального значения, и строительство этого важного для всей космической отрасли страны объекта ведется активными темпами. В высотной части здания в монолите выполнены 16 этажей. На уровне 17-го этажа 288-метровой башни уже готовы вертикальные конструкции стен и колонн, возводятся межэтажные перекрытия. В низкоэтажной части комплекса выполнено 7000 квадратных метров кровли, продолжается устройство внутренних перегородок, монтируются инженерные сети. Устройство монолита продолжается в здании Конгрессно-делового центра, на подземной парковке и в высотной части комплекса. До конца месяца специалисты планируют полностью завершить работы по устройству подземной парковки. В низкоэтажной части комплекса к началу лета планируется открыть фронт работ по установке инженерного оборудования. Будут смонтированы системы холодоснабжения, приточно-вытяжной вентиляции, трубопроводы и кабеленесущие конструкции. По ранее согласованным планам и согласно утвержденным графикам работает Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» в условиях международных санкций. Как заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов, загрузка по основным проектам Роскосмоса определена. Подробности прямо сейчас. Как заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов, загрузка по основным проектам Роскосмоса определена. Производство ракет-носителей и космических аппаратов ДЗЗ от США и стран Европы никак не зависит. Все работы по производству ракеты-носителя «Союз-5» идут штатно. Специалисты РКЦ «Прогресс» делают все необходимое, чтобы обеспечить выполнение обязательств. В агрегатно-сварочно-сборочном цехе ракетно-космического центра идет наладка инновационного сварочного оборудования для выпуска ракет-носителей «Союз-5». В создании ракеты грузоподъемностью 17 тонн используются только отечественные комплектующие и новые производственные технологии. Вы смотрите «Большой космос». Своих не бросаем. Работники Самарского РКЦ «Прогресс» приняли участие в масштабной патриотической акции. Это «Большой космос». Выступление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина на форуме «Новый горизонт» и перед многомиллионной аудиторией стало, безусловно, одним из центральных событий этой недели, особенно в плане просветительства о космосе. И вот об этой проблематике мы сегодня говорим в прямом эфире с уважаемым гостем нашей студии Дмитрий Александрович Шишкин, директор административного департамента госкорпорации «Роскосмос». Рад приветствовать. Дмитрий Александрович, собственно говоря, вы присутствовали на этом форуме. Это действительно сотни лидеров мнений бизнеса, науки, культуры. В общем-то, это главные люди страны, которые выступают перед молодыми людьми, перед подрастающим поколением. И, насколько я мог судить по видеоряду и прямой трансляции, молодежь действительно очень заинтересованно слушает этих лидеров, и в том числе слушала генерального директора Роскосмоса. Ваше впечатление? Безусловно, Российское общество знаний – это наш один из самых главных системных партнеров. Да, организатор этого форума, и мы не первый год уже работаем вместе с ними. Буквально 12 апреля прошел большой просветительский марафон, посвященный Дню космонавтики. Сама суть движения, концепция этого движения заключается в том, чтобы давать максимально актуальные знания о современности, о нашей стране, о ее достижениях, о науке, промышленности, об образовании, о ведущих отраслях, о финансах, о том, куда в целом движется мир и куда сегодня движется наша страна для молодого поколения. Прежде всего, это молодежь, это дети, старшие школьники, которые планируют связать свою жизнь с миром будущих профессий. Он в значительной степени выполняет еще значительную такую большую профориентационную роль, потому что каждый молодой человек при выборе профессии выбирает тот образ, куда он пойдет работать, ту сферу.
И мы по поручению Дмитрия Олеговича Рогозина, генерального директора, эту работу ведем тоже уже очень давно. Во-первых, это работа в области поддержки профильных музеев и планетариев. Это работа с образовательными центрами, это детские и молодежные образовательные программы, программы в области молодежной политики. И во всех этих программах значительную роль играет просветительский компонент, потому что ракетно-космическая отрасль непростая, и для того, чтобы молодого человека заинтересовать и привлечь космонавтику, для начала она должна быть ему понятна. И как только эта работа выполнена, гораздо проще потом погружать его в более серьезные темы. И выступление Дмитрия Олеговича в значительной степени и выполнил огромную роль показать фронтир, те текущие перспективные задачи, которые мы делаем, те задачи, к которым мы стремимся, куда мы идем. И это прежде всего важно для нашей молодежи. После форума была возможность пообщаться с теми ребятами, которые там были. Это и молодые специалисты, и студенты, и старшие школьники. И, безусловно, все это дало очень серьезный и значительный отклик. Дмитрий Александрович, спасибо. Скажите еще вот о чем. На какие просветительские программы, проекты, интернет-ресурсы, сетевые проекты, сетевые программы стоит сегодня обратить внимание школьникам, будущим студентам, да вообще всем тем молодым людям и девушкам, девочкам и мальчикам, в конце концов, которые мечтают о космосе и хотят прийти работать в нашу отрасль? Ну, на уровне государственном, на уровне страны, безусловно, важнейшими ресурсами является платформа «Россия – страна возможностей», платформа «Общество знания», которая организовала этот форум. Если мы говорим об отраслевых ресурсах и мероприятиях, то 90% того, что мы проводим, делаем и реализуем, находится на нашем портале «Ключ на старт». В период пандемии в 2020 году мы этот портал открыли специально для того, чтобы рассказывать о текущем состоянии, о достижениях нашей космонавтики, о наследии, которое мы развиваем, и о тех проектах, мероприятиях, которые мы реализуем. Там есть специальная вкладка, которая посвящена этим проектам. В этом году портал будет усовершенствован, появятся отдельные разделы, посвященные молодым профессионалам Роскосмоса. Это та работа, которую мы проводим в сфере профессионального мастерства и молодежной политики. И все проекты, которые мы делаем, можно будет подчеркнуть с этого портала. Отличная новость. Спасибо большое. Портал «Ключ на старт». «Ключ на старт». Дмитрий Александрович, спасибо огромное за это интервью, спасибо, что пришли. Может быть, еще несколько слов вдохновляющих для молодой аудитории, потому что, собственно, я надеюсь, что именно молодая аудитория составляет большую часть наших зрителей. Вчера Дмитрий Олегович уже сказал, что самое важное заключается в том, что молодежь, которая сегодня учится за школьной партой, приходит в вуз или потом работает на нашем предприятии, ее руками будет создаваться новое поколение ракетно-космической техники. Я бы хотел пожелать ребятам двигаться только вперед и только вверх, не останавливаться на этом пути, не терять веру в себя и добиваться новых результатов. Спасибо огромное. Спасибо. Это «Большой космос». Мы продолжаем. Россия сохраняет лидерство в изучении дальнего космического пространства. В последние годы были открыты миллионы новых объектов. Как сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев, кстати, как раз на марафоне «Новые горизонты», цитирую, «важно, что мы являемся лидером в изучении дальнего космоса посредством рентгеновского и гамма-диапазонов. По существу, с помощью космического аппарата «Спектр-РГ» Россия пополнила мировой альбом наблюдений звездного неба миллионами новых объектов», отметил президент РАН. Мы начали программу, которая была запланирована примерно на 2024 год изначально. Это программа наблюдения наиболее интересных областей неба и точных объектов, для которых определяющим инструментом, ведущим инструментом является российский телескоп Артек-Си. Собственно говоря, выполняем научную программу изначально заложенную, просто переставили, грубо говоря, будем говорить, местами, с неким опережением пошла программа наблюдения наиболее интересных объектов для телескопа Артек-Си. Новые эксперименты на Международной космической станции будут проводиться с использованием модуля «Наука». О планах Роскосмоса рассказал директор исследовательско-аналитического центра госкорпорации Игорь Поташный. Следующий этап освоения космического пространства – это пилотируемое освоение дальнего космоса. Надо знать, как будет себя вести человек под действием факторов внешнего космического пространства, подчеркивают специалисты. Поэтому планируется достаточно широкий спектр медико-биологических экспериментов. Сейчас необходимо сформировать перечень биологических объектов для изучения. В реализации программы исследований поможет специальный 3D-биопринтер. Агрегат, находящийся на орбите с 2018 года, подтвердил возможность выращивания в космосе живых клеток и тканей без воздействия притяжения Земли. 6 малых спутников в рамках эксперимента «Радиоскаф» будут запущены во время одного из ближайших выходов в открытый космос.
Кубсаты, разработанные НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-Западного госуниверситета, были доставлены на Международную космическую станцию в феврале на грузовом корабле «Прогресс МС-19». Как сообщил командир экипажа МКС Олег Артемьев, космические аппараты проверены, их аккумуляторы заряжены. Очередной выход в открытый космос по российской программе пройдет летом 2022 года. У спутника несколько задач. Первое, допустим, вот расскажу про наш модуль. Он будет заниматься выявлением шумов в космическом пространстве страны Земли. Это нужно для того, чтобы понять, где спутником строить свою командную радиолинию для управления, потому что в некоторых локациях Земли одни частоты зашумленные, некоторые свободные, в другом месте другую. В общем, он соберет полную глобальную карту во время полета вокруг Земли и представит на всеобщее обозрение небольшую таблицу, где будут понятны, какие частоты лучше использовать и где. Вот такой заинтересованный комментарий Дмитрия Пашкова. Это один из участников проекта по созданию вот этих замечательных кубсатов. НИИ космического приборостроения работает над проектами для улучшения жизни на Земле, о реалиях и перспективах диверсификации. Прямо сейчас. Изначально медицинское направление у нас было, ну если не одним из основных, то там основным сопутствующим, скажем так. У нас остались специалисты, у нас где-то осталось оборудование. Но самое главное, у нас остались мозги, у нас остались ребята с руками, ребята, которые горят этим делом, ребята, которые хотят это направление развивать. Сейчас есть возможность и наши технологии, которые нами же разработаны, внедрить их в гражданку. Они не хуже, чем зарубежные. Почти все современные технологии, которыми мы пользуемся сегодня, они так или иначе либо произошли благодаря вот этому космическому скачку, либо это и вовсе технологии, которые были именно диверсифицированы в гражданку, да, там, спутник. У нас со спутником сейчас связана почти вся техника, начиная от телефона, заканчивая интернетом. Медицина сделала огромный шаг вперед и в плане фармакологии и фармацевтики, и в плане протезирования, и в плане аппаратуры для восстановления после операций, после инвалидности и так далее. В связи с событиями, которые сейчас есть, импортные комплектующие больше недоступны, соответственно, наше предприятие рассматривается как производитель в рамках импортозамещения. Наша медицинская компетенция в институте во многом сохранилась благодаря нашему основателю Юрию Королеву. Собственно говоря, это наша, по большому счету, дань памяти была возродить данное направление. Начали искать, и вот мы нашли таких вот коммерческих партнеров, предприятия частные, предприятия, которые находятся постоянно в рынке с живым умом. Как ни крути, коммерческие предприятия, они гораздо более подвижны, чем любое государственное предприятие. Мы смогли выйти на АО НПО «Сканер». В целом они занимаются медицинской сканирующей аппаратурой, аппараты УЗИ и прочее, с которыми мы на протяжении года прорабатывали возможность сотрудничества, заключили все необходимые соглашения, подписали все договора, получили необходимую сертификацию для сборки и производства медицинской техники. И вот, наконец-то, мы вот в этом году приступили к нашей работе с АО НПО «Сканер». Отношения между Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА и Роскосмосом по-прежнему исключительно профессиональные, несмотря на международную ситуацию. Это цитата из выступления директора НАСА Билла Нельсона на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Ну а в большом космосе естественным образом наступает время обзора международных новостей. В студии Александр Баулин, главный редактор экспертного медиа про космос. Саш, приветствую. Здрасте, Николай. Ну, собственно, ты в прямом эфире, начинай. У тебя, как всегда, все интересно. Здрасте. Наконец он полетел. Мы про Boeing Starliner. Этот корабль был запущен с помощью ракеты «Атлас», у которой российский двигатель РД-180. И, наконец, он стартовал, вышел на орбиту. Отказали 2 двигателя из 12 двигателей ориентации, и НАСА полагает, что это не скажется на полете, и он сможет, наконец, пристыковаться к МКС, и тогда, вероятно, они смогут перейти, наконец, к пилотируемым полетам на этом история. корабле. Продолжай, повышай градус актуализации. Билл Нельсон, выступая в Конгрессе, нами сегодня. Да, вы знаете, что в НАСА чума. Конечно, условно, так Нельсон... В переносном смысле. Так Нельсон назвал контракты с оплатой издержек. Образно прокомментировал, да. Это как раз относится, например, к созданию корабля Starliner.
Мало того, что корабль задержался уже больше, чем на 2 года от расчетного срока, так и потрачено, так и НАСА за него заплатило уже в 1,5 раза больше, чем SpaceX за Dragon, который летает. Бюджеты распухают просто вот так. Вот Нельсон и говорит, что текущая практика оплаты за продукт плюс издержек, она, во-первых, увеличивает бюджет, а во-вторых, сроки текут, потому что там Как-то надо порядки наводить, конечно, американцам. Говорит, будут переходить на фиксированные Будем цены. наблюдать за развитием событий. Дальше. Значит, теперь о Китае. Вот Китай и частная космонавтика. Мы уже говорили, что это выглядит как оксюморон. Ну, ребята стараются, развивают, правда, не всегда получается. iSpace удачно запустила ракету Hyperbole-1 первый раз. И вот уже 4-й запуск и 3 подряд неудачи. Нагрузка потеряна, ракета потеряна. Интересно тем, что она твердотопливная. При этом она сверхлегкая, всего 260 килограмм. Но настойчивости китайцев надо отдать должное. Но при этом мы видим, даже при наличии денег, кучи запусков, выйти в космос не так уж просто. Да кто бы сомневался. Об этом, собственно, и пишет все время медиа про космос, который возглавляет Александр Баулин. Саш, спасибо. Спасибо, всего хорошего. Большой космос продолжается. Давайте смотреть репортаж о товарищеской встрече на боксерском ринге. Она прошла в Космическом Королеве при поддержке Роскосмоса. Всего себя в ринге оставил. Все, что мог, то сделал. Такой противник, упертый парень. Ну, не скажу, что там что-то особенное, просто надо лучше было подготовиться к этому поединку. Учту ошибки и стану лучше. Победу одержал боксер синего ринга. Это все российские спортсмены, я еще раз говорю, все-таки класс у нас выше. Но мы не должны расслабляться, потому что ребята тренируются, и сейчас многие Донецкой и Луганской приезжают к нам и тренируются здесь, поэтому ребята растут. Матчевая встреча – это всегда совпадение. Накал страстей поединка и дружеская атмосфера состязания. Боксеры из Московской области и Донецкой и Луганской народных республик встречаются в школе Олимпийского резерва «Королев», где стать звездой бокса приобретает особенное значение. Для Андрея Егорова это уже 3-я матчевая встреча со спортсменами из союзных республик. В категории 75 килограммов он одерживает уверенную победу над Шахабосом Шукуровым. Лозунг турнира «Своих не бросаем». Ведь в бою, как и в космосе, работа на пределе возможностей. Все вот в это время должны сплотиться как единый народ. У нас и армия это сейчас воюет. Не называют их союзные войска, потому что воюют все вместе с фашистской гадиной, которую мы однозначно уничтожим. Слава Богу, что вышло такое хорошее мероприятие для Донецкой республики и для нашей Московской области. Гости Подмосковья получили билеты в Центр космонавтики и авиация и комплекс «Буран» на ВДНХ. Это стало для них еще одним подарком от госкорпорации «Роскосмос». В Роскосмосе трудится немало сотрудников, которые в прошлом были спортсмены. Это очень хорошая тенденция. Спорт и культура, спорт и наука – это 2 крыла, потому что у нас, мы знаем, что готов к труду и обороны, нужно и физически, и интеллектуально. Огромное спасибо Дмитрию Олеговичу, что он спортсмен, и он понимает важность. С приглашенными звездами турнира говорили о необходимости физкультуры в космосе. И, как оказалось, молодые спортсмены отнюдь не чужды космической романтики. Задумывается боксер о космосе? Ну, только когда пропускает сильно. Звезд. Это были звезды спорта с, по-моему, замечательными рассуждениями о звездах, тех, которые в космосе. И, собственно, продолжаем мы звездную тему. Вся любительская астрономия в одном месте. Что бы вы думали, это означает? Это означает, что у нас на очереди Николай Вдовин с подробностями о замечательном фестивале, который, собственно, так и называется – Астрофест. Увидеть сокровища звездного неба, прикоснуться к тайнам Вселенной и, наконец, выбрать себе персональный телескоп возможно на ежегодном крупнейшем слете любителей астрономии «Астрофест 2022». У нас в этом году больше 55 отдельных мероприятий, которые в залах проходят только.
Вот это вот все мы ухитряемся в 3 дня. Кому лекции, кому семинары, кому наблюдения, кому просто общение. Мастер-классы по методике обработки астрономических снимков, обзоры оборудования, прогнозирование полярных сияний и пролетов МКС, телескопостроение и многое другое. Но главная изюминка в этом году — специально подготовленный госкорпорацией «Роскосмос» прямой сеанс связи с космонавтами Олегом Артемьевым, Сергеем Корсаковым и Денисом Матвеевым, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции. Вас очень хорошо слышно. Готовы ответить на все ваши вопросы. Попробуем во всяком случае. На площадке в дневное время астрономы вели наблюдение за ближайшей к нам звездой класса G2V, или проще — Солнцем. Используя специальные фильтры для защиты зрения, можно было увидеть много интересных деталей на нашем светиле. На поверхности Солнца видно хорошо грануляция, протуберанцы хорошо видны, есть и пятна. Возле этих пятен формируются активные области. Люди, увлеченные космосом, приезжают на фестиваль астрономии из всех регионов России. Астрофест ежегодно собирает людей разных профессий и мировоззрений. Ну, в общем, парикмахер-стилисты с братом работаем. Да. Мы с детства такие творческие люди. Мы сами, на самом деле, строим большие телескопы такие огромные. Вот они... Там где-то такие зеркала у них. К вечеру наблюдательная площадка фестиваля заполняется красным светом. Он не раздражает глаза наблюдателя и позволяет зрению не терять адаптацию к темноте. Любой посетитель Астрофеста может подойти к хозяину телескопа и попросить показать ему интересные объекты Вселенной. Я первый раз в жизни смотрела в телескоп. Это было очень классно. Я видела Луну, я видела все кратеры, все горочки. Вот это все очень близко. И это было очень прикольно. Цель мероприятия — объединить людей, увлеченных астрономией, в очередной раз достигнута. Древнейшая наука созерцания ночных светил не устает удивлять даже искушенных наблюдателей. Астрономия штука настолько неисчерпаемая, что и через 10, и через 20, через 30 лет можно находить новые черты. Я уже не говорю о техническом прогрессе, который открывает для нас новые возможности. Хорошее хобби, помимо всего прочего, это и отдушина в нашей сложной жизни, когда можно отвлечься от каких-то бытовых забот. И мы все приезжаем с Астрофеста не просто уставшие, но и с новой энергией. И, скажем так, житейские невзгоды уже не кажутся такими уж страшными. Традиционный обзор объекты Вселенной в большом космосе от Николая Вдовина. Колдуэлла-67 — галактика с перемычкой, которая находится в созвездии Печь на расстоянии 45 миллионов световых лет от нас. Впервые ее обнаружил астроном Уильям Гершель в 1790 году. Первоначально она была классифицирована как туманность, потому что до 20 века никто не знал о существовании других галактик. У Колдуэлла-67 огромные спиральные рукава, которые на десятки тысяч световых лет протянулись в космическое пространство. На снимках, сделанных в видимом инфракрасном свете, видно яркое звездное кольцо вокруг центра. В этом кольце вспыхивают новые звезды, образующиеся из потоков материалов, которые двигаются рядом с галактическим ядром и сверхмассивной черной дырой в ее центре. Колдуэлла-67 особенно интересна как профессиональным ученым, так и астрономам-любителям. Это популярная цель для охотников за сверхновыми с тех пор, как галактика испытала 3 вспышки умирающих звезд. На этой неделе многие из нас с теплотой вспомнили День пионерии. По этому поводу, по-моему, очень уместная речевка космическая. Будь готов, всегда готов, как Гагарин и Титов. Вы смотрели «Большой космос». Спасибо за внимание. Увидимся на информационных орбитах.
помнишь свой сон? Ты рассказывала, что хочешь увидеть другие планеты. Посмотри вокруг. Все, что ты видишь здесь, тоже раньше кому-то казалось невозможным. Но все возможно. Вот, смотри, самолетик. Возьми. А теперь загадай желание и запусти. И оно обязательно исполнится. И помни, где бы ты ни оказалась, мы в тебя верим. Нет ничего невозможного. Мечтай, у тебя все получится.